Привет! Сегодня мы едем в Хакодате. Хакодате — это небольшой портовый город, располагающийся на самом северном японском острове Хоккайдо. Также он входит в топ-10 городов страны к посещению. И сегодня мы поедем туда из Саппоро. Можно доехать на поезде или на автобусе за несколько часов, но мы попробуем доехать автостопом. Просто написали на табличке, что мы хотим доехать до Хакодате, и встали около ближайшего комбини. Let's hope for the best. Вдруг останавливается машина недалеко от комбини и говорит: вот мы едем в Отору, а Отору нам вообще не по пути. Мы хотя бы подбросят нас до вот этой вот стоянки, где можно поймать следующую машину. Стали следить за картой по Google и понимаем, что машина просто развернулась и поехала в другом направлении до Хакодате. Эти девушки, которые нас подвозили, вдруг поменяли свой маршрут и доехали до самого Хакодате. Первым делом пойдем посмотрим утренний рынок, где продают кучу разных свежих морепродуктов. Морские ежики. О, внезапно русский рубль. Местный деликатес, который, говорят, надо обязательно здесь попробовать, это сушеный кальмар. В моем представлении это пересоленные трудноживательные кусочки из супермаркета, которые не очень аппетитно выглядят. Но здесь, наоборот, мягкие и в меру соленые. Мне кажется, в них еще добавляют соевый соус. Конечно, везде видны ведра красной икры и крабы. Похоже на то, что постят ребята с поездки на Камчатку. В Хакодате есть одноименная гора, куда мне очень бы хотелось забраться, потому что с нее, говорят, открывается замечательный вид на два берега. Кстати, помните видео про Нагасаки? Я упоминала гору Инаса, которая, так же как и эта, входит в тройку красивейших в Японии видовых мест. Хакодате — это очень молодой город, и это один из первых портовых городов в Японии, который был доступен Западу. Именно поэтому он сочетает в себе разные архитектурные стили, кирпичные здания, в том числе европейские, русские. Также тут в Хакодате есть русская православная церковь. Вообще этот район весь полон церквей. Есть тут Соединенная Церковь Христа протестантская и, кажется, вот эта католическая. Очень странно тут находиться, совсем не японский город. Вот совершенно внезапно наткнулись на русское посольство и филиал Дальневосточного университета. Приветствие. Здравствуйте. Очень интересно, как там внутри. Внутри аудитории выглядит как в обычной японской школе. Даже доска, парты по отдельности стоят. Очень маленький, как в начальной школе. Все японское, российское. Очень странно. Также по пути в горы попалось небольшое русское кафе. Его открыла местная японка, которая часто ездит на Украину и в Россию, пытается учить русский язык. Здесь можно купить пирожки, борщ. Почувствовать себя как у бабушки на даче, почитать книги. И даже почувствовать себя Карлсоном на крыше. Швеция не отпускает. Так, мы уже у подножия горы, есть несколько вариантов подняться на гору.
включая хайкинги. Есть покороче, есть более длинные. Самый короткий — это 25 минут, вот мы по нему пойдем. Самый длинный — 50 минут. И еще можно подняться на автобусе или на канатной дороге. Мы хотим подняться пешком, дождаться заката и спуститься вниз на фуникулёре. Вот здесь и располагается смотровая площадка, куда мы идем. На вершине безумно ветрено, но вид просто замечательный. Здесь можно увидеть сам город Хакодате, проходящий через воду. В городе очень хорошо развит туризм, причем европейцев мы не встретили ни разу, в основном туристы из Китая и Вьетнама. Высок в рейтинге это сувенирный гигантский магазин. Пахнет там, как в старом шкафу, и почти никого нет. Совсем не популярное место. Горы ненужных сувениров со стразиками, покрывшихся пылью. Have you ever been told you look like a llama? Еще город знаменит производством музыкальных шкатулок. Так как городской деликатес — это кальмар, очень много продукции на его основе. Например, чернила кальмара здесь используются в декоративных целях, для узоров на полотенцах или даже открытках. Кстати, тут же находится почтовый офис. Интересно, что здесь есть два вида почтовых ящика. Один обычный, второй рождественский, так что открытки будут доставлены под конец декабря текущего года. А еще здесь очень популярны бургеры. Сетевая кафешка называется Lucky Hero. Они здесь буквально на каждом шагу. Очень вкусные, кстати, и порции больше стандартных японских. Мы уже возвращаемся обратно. Поймали машину совершенно случайно. На этот раз едем по хайвею. Это платное шоссе. 4 часа до Саппоро на машине. И по дороге нас спросили, а что мы уже успели посмотреть на Хоккайдо. А мы ничего не успели посмотреть, кроме Хакодате. А были ли вы на озере Тояку? И вот, так как озеро Тоя было по пути, мы заехали сюда сейчас. Ребята, если вам интересно узнать подробнее про путешествие автостопом по Японии и про конкретно эту поездку в Хакодате, оставляйте вопросы здесь или у меня под последним постом в Инстаграме. Вот мы вернулись в Саппоро, все прошло замечательно. Видели озеро Тоя. Неважно, где ты ловишь машину в Японии. Если они хотят тебя взять, то они возьмут. Просто нужно иметь такую картонку и